Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Сегодня мы вместе с вами обрежем и посадим вот эти два растения. Это шер-коралл, растение молодое, еще ни разу не цвело, но уже стебелек у него заметно вытянулся. Антуриум фиорина, растение взрослое, цветет, тоже один цветочек, вот молоденький выпускает, тоже очень сильно вытянулся стебелек у него, поэтому решила его обрезать. Грунт второго состава я уже изначально приготовила. Это как его приготовить, есть у нас ссылочка и видео, можно посмотреть, горшочки, инструменты, все готово. Поэтому давайте приступим. Начнем с антуриума фиорина. С ним будет все гораздо проще. Изначально для наращивания корней я использовала грунт второго состава. Как бы мне, конечно, не хотелось посмотреть, что там внутри, какие корешочки наросли, но я этого делать не буду. Постараюсь пересадить так, чтобы не тормошить земляной ком. Чуть-чуть приподниму стаканчик. Здесь снизу постараюсь убрать аккуратненько грунт. Корешочки есть, я даже вам могу показать. Вот они, смотрите. Вот, красненькие, красивенькие, такие молоденькие, симпатичные. Так, мне главное теперь найти, скажем так, стебелек и его обрезать. Вот. Так. Обрезаю. Так. Как-то он у меня не особо хочет. Оп, все. Получилось. Все получилось, все прекрасно. Так, в горшочек я специально уже заранее насыпала грунт второго состава. Сейчас добавлю сюда микоризы и аккуратненько, опа, у меня там корешочек один такой длинный, хороший, смотрите, здесь. Вот так мы его, наверное, с вами не вытащим. Придется все-таки, хотя получается вытянуть чуть-чуть. Нет, не будем ломать, придется просто обрезать. Оп. Так, и листик один здесь зацепился. Это его бы тоже желательно оставить. Оп, все. Вот смотрите, корней здесь достаточно, вам, наверное, видно. Теперь я аккуратненько всю эту конструкцию погружаю в горшочек и убираю скотч, которым был скреплен наш стаканчик. Вот так держим. То есть далее аккуратненько засыпаем грунтом второго состава. Так. Ну, скажем так, я считаю, что пересадка была более-менее щадящим способом произведена. Так, досыпаем. И еще чуть-чуть. Так, все. Я думаю, достаточно этого будет. Вот что у нас получилось. Здесь у нас остался стволик, стебелек, правильно будет говорить, листик один. И смотрите, вот уже есть точка роста. А здесь еще у нас листик один. Оп, вытащим его. Вот. Тоже я так думаю, что этот обрезанный стебелек тоже быстренько пойдет в рост. Вот. Так, видите, все быстро, хорошо. Следующее растение. Шер-коралл. Сейчас приступим к его пересадке. Здесь корешочки я наращивала в сфагнуме, поэтому перед обрезкой надо будет, конечно, убрать этот мох. Убираем аккуратненько, потому что корешочки здесь молоденькие. Мне уже с этой стороны так видно довольно-таки. Вот так вот.
брать. Вот. Здесь корешок у нас. И, по-моему, вниз много уходит. Вот они, ага. Корешочки снизу. Очень много. И здесь уже детка еще одна появилась. Вот смотрите, какая симпатичненькая. Так, здесь у нас еще одна деточка. Так, в принципе, почти убрали. Надо обрезать так, чтобы и постараться обрезать так, чтобы эти деточки остались у нас в грунте. Так вот, смотрите, какая симпатичная. Вот она. У нее уже даже, кстати, ее даже можно и отсадить, потому что, посмотрите, у нее корешочки хорошие, их довольно-таки много. Она уже, наверное, сможет и сама развиваться, как самостоятельное растение. Итак, давайте сейчас посмотрим, где бы нам лучше произвести обрезку. Сначала стебелька, а потом уже будем разбираться, что нам делать дальше. Так, вот, обрезаем аккуратненько все это. Вот что у нас вышло. Смотрите, здесь корешок, здесь тоже небольшие. Конечно, хотелось бы больше, но что есть, то есть. Здесь у нас будет не большая точка роста. Вот посмотрите, тоже, если все будет хорошо, пойдет в рост. Так, грунт я уже насыпала. Микоризы подсыпаем и аккуратненько погружаем сюда наше растение. Засыпаем. Оп. Так, аккуратно, чтобы не повредить молодые нежные корешочки. Все. Я так думаю, что еще одно растение у нас посажено. Изначально я хотела отсадить эти два растения, затем передумала. Решила, что они еще довольно-таки слабенькие, развиваться будут очень медленно. Вот. Поэтому я их сейчас присыплю грунтом второго состава. Пусть развиваются. Тем более питание будут они получать и от молодых корешочков, и от самого растения. К тому же есть вероятность, что стебелек даст молодую поросль. Получится пышный, хороший кустик. Это растение у нас довольно-таки высокое. Мы его сейчас вот так вот шпилечкой попробую пристегнуть аккуратненько. Вот так, чтобы оно слишком сильно не поднималось. И затем опять же присыпаю грунтом. Так, вот здесь. О, какой корешок. Никак не хочет идти. Так. Со временем, конечно, это растение тоже потянется к цвету и подымется. И будет стоять так же торчком, как и это. Вот так примерно это все будет выглядеть. Работу по пересадке мы с вами закончили. Верхушки растения Антуриума фиорина и шар-коралл, они сейчас пойдут под умеренное освещение, потому что первое время корни работать не будут. Корни слабенькие, тем более произошла пересадка, произведена. А нижняя часть растений, обрезки стебелька, вот эти малыши, все эти растения пойдут под усиленное освещение. То есть запомните, если вы не производили никакие манипуляции с корнями растений, им требуется интенсивное освещение. Если же вы производили обрезку корней, либо смену грунта, ну что-либо делали с корнями, их трогали, тогда только умеренное освещение. Но высокая влажность воздуха и температура, они требуются в любом случае. Спасибо за внимание. До новых встреч.